Вы в плен попали к нацистам? Да. А вы себя зачем хотели взорвать? Я не хотел в плен попытаться. Почему? Вы сам осетин. Да. Зачем вы поехали убивать украинцев? Что сделали украинцы вам? Что я вам лично сделал плохого? Сегодня водитель, завтра наводчик, послезавтра сапер. У Да, вас так и есть. вся вот такая всегда неразбериха? Кормили людей и стали сапером. Да. Какая связь между кормлением людей и сапером? И у родителей нету, как, в принципе, как сущность телефона, потому что там нету сети, да? Нету покрытия. Да. Наши валят по вам минами и артой. Правильно? Вы что делаете? Да ничего, что можно делать? В селе В селе. Там есть связь? нету. Мы не можем связаться с родителями по причине того, что у родителей нету мобильного телефона, потому что там нету связи. Что такое спецоперация? Я не знаю, что такое спецоперация. Я хотел посмотреть своими глазами, что такое вообще война. Да, я читал устав. Что там было написано про преступный приказ? А насчет преступления наказания я его не читал. Ну, Не дошел до этого момента. А докуда вы в уставе дошли? Первые 2 страницы почитал. Все. Смелости, хотя осетин, как бы, по идее, гордая, гордая нация? Да. Угу. Правду рассказываешь? Я да. Ну так а что ты не хочешь сказать, что нашим помог, показал, где мины ставил? Добрый день. Добрый день. Мы общались, тут было время до интервью. Представьтесь, пожалуйста. Задеев Арсен Иванович. Дата рождения? 17 марта 1997 года. 97 года. Воинское звание, должность Воинское звание старший прапорщик. и должность ваша? Сапер. Сапер. В какой воинской части вы служили и в каком городе? 41, 22. 41-22? Да. 4 цифры? Да. Не может быть. Может. У вас у всех по 5 цифр. Но у нас 4 цифры. Ну, значит, может быть, я не знаю. И город Хабаровск. Хабаровск. Вы даете добровольное согласие на эту беседу, на то, что она будет записана и опубликована? Да. А зачем это вам? Что именно? Беседа, публичность. Что меня увидели дома, что я живой, здоровый. Понятно. Мы до интервью, там мне надо было по основной своей работе поработать, поэтому пленный ждал 20 минут, ну и общались параллельно. Помните тот вопрос? Да. Давайте. Я его не буду озвучивать, но может кто-то догадается. У нас нестандартная беседа, у нас нет такого, как там список вопросов, мы идем. Она может начаться и закончиться через 5 минут, а может закончиться через 2 часа. У нас в рекорде есть 2 часа 40 минут интервью, пока оно не выложено. Зачем? Я в этом случае мне приказали, я это сделал. Вопрос был... назовите вопрос. Зачем? Я приехал. Для? Зачем я приехал сюда? Зачем вы приехали убивать украинцев? Мне приказали приехать. Я штатный военнослужащий. Приказали, приехал. Вы знаете, что такое преступный приказ? Нет. Вы читали ваш устав?
Ну, по-честному, ну, как бы у нас, мне все равно. Вам все равно ничего не будет за эту беседу. У нас должна быть интересная беседа, чтобы мне был смысл ее выкладывать. Да, я читал устав. Что там было написано про преступный приказ? А насчет преступленного наказания я его не читал. Ну, Не дошел до этого момента. А докуда вы в уставе дошли? Ну, первые 2 страницы почитал. Все. Устав же вот такой вот. Да. Большой? А дальше было неинтересно? Но интересно, просто времени не бывает. Времени? Военнослужащие служат, не зная устава? Знаю почему. Я знаю устав. Что из устава вы знаете? Свои обязанности. Расскажите их. Я нехорошо помню. Ну вот, ну, вы же дословно их учили? 100% дословно учили, нам военнопленные пересказывали обязанности Дневального там. Но это не. Я нет, я так поверхностно. А что поверхностно вы знаете из устава? Что есть командиры, есть подчиненные. Что приказано выполнять. Вы именно тот военный, который в доску военный? Не думаю, не обсуждаю, не спорю, беру и выполняю? Нет, почему? Я думаю, что выполнять, какой приказ. Вы приехали сюда когда? В июле. В июле месяце. Вы знали, что происходит здесь? Да. Ну, что здесь полноценная война? Да. Зачем вы поехали воевать, убивать? Сколько километров от... Давайте так. Хабаровск это далеко? Да. Вы сам осетин. Да. Зачем вы поехали убивать украинцев? Что сделали украинцы вам? Что я вам лично сделал плохого? Зачем я приехал сюда? Сейчас отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я не убивал людей, как вы сказали. Во-вторых, зачем я приехал на Украину? Я хотел посмотреть своими глазами, что такое вообще война. Интересно было? Нет. Вообще не интересно. Страшно. Расскажите о своей специальности. Вы как человек, который говорит о том, что не убивали украинцев, вы по специальности кто? Сапер. Сколько вы расставили мин? Сколько? Да. Не знаю, я их не читал. Ну, я понимаю, что вы их не читали. Ну, приблизительно в штуках. 1? 100? 300? Это ж количество нам для понимания объема. Вы с июля месяца до сентября расставляли мины. Даже если в день по 1 штуке, я думаю, что за день вы ставили их гораздо больше. Ну, не каждый день. Ну, вот какое число вы думаете, вы мин расставили? Ну, штук 15. Я неопытный. В этом деле. Мало так? 15 мин за все время? Но я неопытный. Ваши мины срабатывали? Не знаю. Я их не проверял. Вы контрактник. С когда вы начали... Ну, то есть как это было? Вы были в Хабаровске. Приходит что? Приходит приказ, формируем группу или как? Да. Сколько у вас человек? Много. Я не знаю, я их не читал сколько. Вы командир взвода обеспечения воинской части 43-306. Правильно? Ну, это моя штатная. Князя Волконская Хабаровского края. Да. Ну так я ж про это спрашивал. Ну, это моя штатная должность. Вы там были командиром взвода обеспечения, а сюда приехали сапером. Или это и есть оно? Не. Кем вы были в части?
Командиром взвода. Какие у вас были функциональные обязанности? Ну, я понимаю, что такое обеспечение. Просто хочу, чтобы вы это сказали для Ну, зрителей. Я обеспечивал горячей едой. Горячей едой. Как вы стали сапером? Какое обучение вы прошли, подготовку? И просто, чтобы у зрителей сложилась картинка, кто со мной беседует. Ну, то есть беседа, вы сказали, что вы сапер, и часть из 4 цифр. Но при этом вот мне подсказали, что вы занимались обеспечением, по сути, кормили людей и стали сапером. Да. Какая связь между кормлением людей и сапером? Я понял вопрос. О чем? Да, я понял. Да, расскажите, пожалуйста. Я хотел что-то новое узнать. И все. Вы сами выбрали? Или определили? Сами выбрали. Если вы не хотите разговаривать, то давайте закончим. Не хочу, почему? Просто давайте тогда вернемся еще раз. Июль месяц. Как это происходит? Вас построили. Что вам говорят? Мы все приехали сюда, на Украину. Приехали на Украину, и я уже пошел в саперное дело. Сами выбрали, что хотите быть сапером? Да. Да. Выбрали и выбрали. Мне ж как бы... Долго вас учили саперному делу? Да. Сколько? Неделю, 2, месяц? Неделя. Неделя? Да. Вам показали, как ставить мины? Нас так поверхностно обучали. Вы считаете, за неделю можно подготовить специалиста? Нет. Такой специалист может быть эффективным? Не может. Не может, но очень мало. Вероятность мало. Смотрите, я же вам рассказывал, пока вот до интервью было время. Мы поговорили, начиная от рядовых и заканчивая полковниками. У нас были интервью, где 10 офицеров одновременно нам давали интервью. Мы с 10 одновременно человеками говорили. Вас более 4000 человек в плену. Вас просто очень много. Мы физически не успеваем. У нас уже кукушка едет от разговоров с вами. И мы хотим понять, зачем вы все сюда пришли. Вы пришли выполнять приказ. Вам захотелось посмотреть, что такое война. Да. Вам все равно на свою жизнь. На свою жизнь нет. Вы понимали, что вас здесь могли убить? Я этого не осознавал. У вас есть жена? Нету. Родители ваши знали, что вы едете на войну? Я им не говорил. Почему? Не знаю. Ну, Боялся, что они будут неправильно поймут. Вот и всё. Понятно. То есть боялись сказать, потому что они, может быть, были бы против. Да. Я человек, я умею думать. Так получилось у меня в жизни. Могу складывать. Плюс у меня еще опыт есть поговорить с такими, как вы, 500 человек. Плюс в плену еще там фиг знает сколько, с кем мы не разговаривали. И каждый день вас берут, мы выплачиваем деньги. Я показывал вам видео? Да. Это было сегодня. Новость на нашем телеграм-канале. Сколько мы заплатили? 48 тысяч гривен. Да, $1200 мы заплатили за 4 таких, как вы. Этих видео нам скидывают каждый день очень много. Поэтому те видео, которые мы можем публиковать, те мы публикуем. Те видео, которые несут какой-то другой смысл и интересны для других вещей, мы их не публикуем. Но мы обязательно их опубликуем, когда мы победим. Это, безусловно, мы победим в этой войне. За каждую гривну, которую нам задонатили подписчики и спонсоры по этой программе, мы отчитаемся. Вообще вопросов нет. Подписаться тут, нажать колокольчик. Это тетя Юля, дядя Игорь
казнять за то, что мы не говорим эту фразу во время роликов. И лайк поставить. Попросите, чтобы лайк поставили. Да. Так обратитесь. Поставьте лайк под это видео. О, у нас есть как 5 человек ваших пленных рекомендуют поставить лайк и этот. Я хочу вас как-то расслабить, потому что вы не говорите. Получается монолог с моей стороны. Июль месяц. В какой области вы были, находясь здесь уже в Украине? Вроде бы в Харьковской. Что такое вроде бы? Вы же не знали, где вы воюете? На Украине. Вы до того, как приехать сюда, видели вообще Украину? Нет. Вы карту видели вообще? Карту видел, да. Что вы знали про Украину перед тем, как сюда лететь? О, интересная тема, ни разу такого не спрашивал. Офигеть. Я знаю, что Украина граничит с Российской Федерацией. И все? Столица Киев. Все. Население какое у нее? Я не знаю, сколько населения. Ну, вы для себя думали, как это? Маленькая страна, большая? Да мне кажется, что Украина маленькая страна. Да, вам всем так кажется. Подайте телефон, пожалуйста, второй. У меня просто вот все, кто мне стучат, и кому я стучу, чтобы связаться с родственниками, у меня стоит вот такая аватарка. Смотрите. Вот это вот херня. Вот эта вот херня. Это вы? А тут вот свободные люди живут. И вот эта херня уже 9-й месяц или какой-то там 240 дней не может свободным людям ничего сделать, кроме как кошмарить мирные города. Вот Украина, а вот херня. Сколько вот таких Украин вот здесь вот? Много. Ну, так, на глаз. По территориям. Ну, в 15 раз больше. Я думаю, больше. Я думаю, что вот этих можно расставить раз в 50. Но мы не будем смотреть в Википедию. Видите, что написано, да? Я думаю, вы понимаете. Не надо говорить, потому что там... Мы тоже журналисты из Украины. Вам территории мало? Нет. Давайте еще будем смотреть. Ну вот. Территории хватает. Людей мало. Нет, у нас все хватает. Братан, выключи. Вот такая вот картинка у меня. Видно? Зачем вы сюда пришли? Вы, понятно, выполнять приказ, потому что вы не можете отказать. Вам сказали, едь умирай, вы поехали умирать. Выбрали профессию сапер. Так было? Да. Ну, мясо обычная категория за деньги. Вы поехали заработать денег. Я? Да. Нет. Не в деньгах счастье. Не в деньгах счастье? Расскажите, как вы живете. Снимаю квартиру Сами вы родились где? в Владикавказе, В Владикавказе. А ваши родители где живут? в селе. В селе. Там есть связь? Нету. Мы не можем связаться с родителями по причине того, что у родителей нет мобильного телефона, потому что там нету связи. Газ есть в селе? Нету. Вы знаете, что ваша страна торгует газом на весь мир? Да, знаю. Почему у вас в селе нету газа? Я не знаю, почему. Чем вы топите в селе? Дровами. Сверхдержава и представитель второй армии мира. И у родителей нету, как в принципе, как сущность телефона, потому что там нету сети, да? Нету покрытия. Да. И поэтому мы не можем позвонить. И обычного же телефона тоже нету. Обычно нету. Обычного тоже нету. 2022 год. Если что-то случилось, как с вашими родителями связаться? Вот давайте вот на такой вопрос. Вот.
2022 год, представитель сверхдержавы второй армии мира. Вот если бы вас убили, как бы сообщили вашим родителям? Я даже не знаю, как. Вы понимаете бред вообще всей этой ситуации? Понимаю. Это нормально? Нет. Ну, зрители, ну, и как бы впервые, наверное, за все 500 интервью мы пробуем связаться через Инстаграм с тетей, да? Да. С тетей, которая, по идее, если ответит, мы ей позвоним, но это такое себе тоже. Впервые мы не можем связаться, потому что с обратной стороны нету даже телефона. Это не попытка там унизить или оскорбить, это просто попытка, чтобы люди узнали и поняли, что вот сверхдержава топит дровами, связи нет. А если заболеет у вас кто-то в селе, как вызвать из города? Как это происходит? Вызываешь скорую. А телефон как? Надо выйти чуть подальше от дома. И ловить? Или Ты таксофон? выходишь чуть с дома. Да не таксофон, обычный телефон. Выходишь чуть из дома, связь появляется и звонишь. Расскажите, чем вы занимались в июле, в августе, в сентябре? Когда вас взяли в плен? В начале месяца октября. В начале октября. Вы повоевали июль, август, сентябрь. 3 месяца. Где вы находились, в каком населенном пункте? Я не знаю, в каком находился. Сколько у вас человек там было? Я их не считал, но очень много. Ну, 300. Я вам так не скажу, не буду гадать. Больше, меньше. Не буду Ну, этого плюс говорить. 3 роты. Просто, чтобы люди понимали, населенный пункт вы не знаете, количество людей вы не знаете. 500 человек было? Может и было, может и не было. Я и вам не знаю, сколько. Пусть Не будет знаю. 500 человек. Чем вы занимались каждый день? Да ничем. Жить, быт. Где вы жили? В лесу. Все 3 месяца? Да, В землянках? да. Что вы ели? Еду нормальную. Я понимаю, что вы ели еду. Ну, имеется в виду сухпаи, вам привозили горячую еду, еще что-то. То есть Да, нам привозили горячую еду. каждый день Каждый день, да. проблем не было. Проблем не было. Где вы мылись? На улице. Летний душ. Ну, летний душ, да. Каждый день? Да. Понятно. А спали в палатках или прямо в окопах? В палатках. В палатках. Столкновения были? Бои? Были, да. Вы принимали участие? Нет. Начинался бой, вы уходили? Нет, но я там был. Расскажите пример одного из боев. Ну, потому что я как-то не понимаю. Был бой, вы не принимали участие, но были там. Ну, то есть вы в окопе сидите, да? Да. Сколько в этом окопе человек? Ну, по-разному. Ну, 5 человек. 15. Ну, да. 5000. Сколько? Ну, по-разному, сколько людей, не знаю. От и до, например. Например, 500 людей. 500 людей в окопе? Ну, это примерно, не знаю. Ну, нифига себе. Хорошо, да, большой окоп такой, длинный, наверное. Сидит там 500 человек. Как происходит бой? Как происходит бой? Бой происходит... Начинается обстрелы, минометка, артиллерии начинает работать со стороны ВСУ. Наши валят по вам минами и артой. Правильно? Вы что делаете? Да ничего, что можно делать?
Ваша арта стреляет по нашим? Нет, Почему? не знаю. Ваши минометы стреляют по нашим. Не навило, что были перестрелки артиллерии. Были перестрелки, я это видел. 200-е были во время этих боев у вас? В любой войне есть 200-е. Нет, имеется в виду не общими фразами в любой войне. Да, в любой войне есть 200-е. В любой войне такие, как вы, есть мародеры. Понятно. Ваш окоп. Наши начали вам насыпать. Правильно? Да. Давайте поговорим на нормальном обычном языке. Я не следователь, мне все равно там военную. Вы знаете какую-нибудь военную тайну? Нет. Почему? Вы цельный старший прапорщик. Нифига себе. Что, вам не дали тайны? Тайны нету. Тайны нету? Ну так что ты морозишься? Ну, наши начали вам насыпать. Ваши начали нам насыпать, да? Да. Наши в окопы попадали к вам? Попадали, да. Были там трупы? Были. Много ты видел за вот этих 3 месяца ваших трупов? Да. Сейчас мы опять этот вопрос. В количестве. 20 трупов было? Может больше, не знаю. Супер. Я их не читал. Понятное дело. 300-х было больше. Да, было. Вы их доставали, выносили, их эвакуировали. Да. Вы не удивите меня, потому что я это все знаю. За что погибли эти люди? 200-й, который рядом с вами стоял, ему прилетел какой-то осколок, оторвал ему полголовы. Он упал. Все, был человек, нету человека. За что он погиб? Я даже не знаю за что. Давайте подумаем. За что все эти смерти? Война бессмысленная. Эта война бессмысленная? Война, да. Но это мое мнение. Безусловно, это ваше. Почему вы считаете, что она бессмысленная? Война, была бы война на территории Российской Федерации, то это уже другое дело. А война в другой стране, в другом государстве. Ну, вы говорите все, вы говорите конкретно вы правильные вещи. Так и есть. Потому что если с нашей стороны погибает наш солдат, то кто он? Защитник. своей Правильно. Родины. А вы кто? Мы военнослужащие. Это понятно. Это как бы если бы вы сидели в шортах, то были бы сомнения. Кто вы? Есть определение тех, кто пришел в чужую страну с оружием. Не знаю. Оккупант, вам известно такое слово? Впервые слышу от вас, оккупант. А вообще, вы не знаете слово оккупант? Ну, в книге я читал, да, в книге история, что такое слово оккупант. Что там было написано? Можно, чтобы вы не ерзали, а то оно потом будет там. Ага. Слово оккупант это приобретение чужого вещей, не знаю, товара, земли, что-нибудь, ну, приобретение к себе. Захват. Можно так сказать. Что говорили про... По-другому. Когда началась Вторая мировая война? Дату вам надо или что? Ну, год. 39-й год. Видите, вы знаете. Что произошло? Я не знаю, из-за чего началась Вторая мировая война. Не знаю. Вы знаете, что почему началась Великая Отечественная? Да. Почему? Потому что фашисты вторглись на землю Советского Союза. Да. И как их Советский Союз называли? начал Защищаться. защищать свою родину. Да. И как называли фашистов? Как? Оккупанты. Я не знаю, как их называли. Плакаты были.
Бей оккупанта, не жалея крови. Я не видел, не буду говорить. вам. Ну, вы... Чем отличаетесь вы, конкретно лично вы? Точнее, не так. Что произошло 24 февраля 2022 года? 24 февраля 2022 года меня здесь не было. Нет, я а что вам не это? могу ответить Да, на ваш вопрос. что началось? Началось где? Во всем мире. Не знаю. А что началось? Война началась. Российская Федерация вторглась на территорию Украины. Я этого не знаю. То есть вы этого не знаете. Когда ваши войска заехали танчиками, 160 тысяч, таких как вы, на территорию Украины? Я не знаю, когда они заехали. 24 числа. Вы что, не смотрели обращение вашего дебила, президента? Я телевизор вообще не смотрю. Интересно. Может, он не говорил 24 февраля? Он 23 числа на день оккупантов вас сделал обращение к своим рабам и сказал: будем демилитаризировать и денацифицировать Украину. Было обращение? Я не буду утверждать, что было, что не было. Я этого не видел, так что не буду У говорить. вас был телефон мобильный? В общем, да, было. Смартфон? Да, было. Вы новости читаете какие-нибудь? Ну, редко читаю новости. Вы вообще знаете, что в мире происходит? Ну, конечно, знаю. Вы в июле месяце знали, что едете на войну. Я про отступление. Я не могу теперь называть президента Аркастана рашистов тем словом, которое все любят у нас в Украине, потому что я получаю за это. Поэтому я сейчас толерантный. Это, извините, ну, меня просто Игорь. На букву Х то слово. Вы в июле месяце знали, что едете на войну. Вам не было интересно, кто начал эту войну, для чего она, что она. Мне интересно понять, что у вас в голове. Что такое спецоперация? Я не знаю, что такое спецоперация. Я, ну, как бы, в принципе, все понимают. У меня есть, ну, нет, я просто поломался, по мне это по-любому видно, потому что я такого еще ни разу не встречал из 500 человек, которые не знают дату 24.02. Тот, кто не знает, что такое спецоперация, тот, кто не знает вообще, что происходит. Но, честно, 3 месяца бегал с автоматом, является сапером, прилетел, там, сколько километров? 5-7? 5. 5000 километров прилетел с Хабаровска побегать с автоматом, захотел лично увидеть, что такое война, но при этом про это ничего не знает. Расскажите, когда вас взяли в плен, напомните дату? Плюс-минус. 1 октября. 1 октября. Опишите вот весь этот последний день. Во сколько вы проснулись? Проснулся в 7-8 утра. Окей. Оделся, поел. Не, меня взяли 30-го. Пусть будет 30. Нам не принципиально. Там разница в одну неделю плюс-минус туда вообще не принципиально. Ну, суть в чем, я выехал на здание Какое у вас задание было? разминировать мины. Разминировать мины. Вы их туда ставили? Нет, Чужие мины? не знаю, чьи мины.
Ну, Я не буду утверждать. Ваши или наши? Так спрошу. Я не буду говорить, чьи мины. Может наши, может ваши. Я не буду точно Понятно. утверждать. Понятно. Вам как это говорят? Иди туда, разминируй, ищи мины. Ну, мне интересно, потому что саперов у нас не было. Не было задания определенный участок леса посмотреть на мины, есть или нету. У вас есть эта штука, металлоискатель, да? Да. И с ней, типа, идти надо. Нашли хоть одну мину? Поехали вы туда? Или пошли пешком? Да, нашли. Обезвредили. Обезвредили, да. И мы вышли на позицию ВСУшника. Вы были в какой-то лесопосадке, Да. ходили, искали мины. Да. Сколько у вас было человек? Человек 15. Вас 15 человек. Да. Сколько вы нашли мин? Пару, может, 4, может, 2. Как это? Они были замаскированы? Да. Как это происходит? То есть, если человек на эту мину наступает, то взрыв. Да. Как ее можно обезвредить? Можно. Там что-то выкрутить? Да, выкручивается. Ага. Я ролики смотрел просто, что сверху там выкручивается фигня, и тогда она это. Ну, чтобы их... А это многоразовое, да? Потом можно вкрутить еще раз, и она опять будет готова. Да, да. Монолог. Нашли одну мину, забрали себе, вторую мину. Вы их забирали с собой? Да. Окей, нашли вы 4,5 мины, идете дальше. Что? Мы шли обратно. Угу. И с левой стороны... Ну, шли обратно, с левой стороны была лесополоса, а там уже были позиции ВСУшников. Вы не знали, что там позиции? Нет. А кто среди вас был самый старший? Не знаю, какой-то командир, не знаю даже. Ну, у вас 15 человек, это типа целый взвод, да? Рота? Не, взвод. Отделение? Отделение. Ну, и у вас командир отделения там был, наверное. Да, может, он был старший. Вы вообще между собой хоть общаетесь? У вас армия какой-то сброд. Кого не спросишь, ты знаешь своего командира? Нет, а ты нет. Сегодня водитель, завтра наводчик, послезавтра сапер. У вас Да, так и есть. вся вот такая всегда неразбериха? Как вас вот 15 человек отправляли, мне интересно. Ну и старший, и все. А остальные люди это типа пальцем потыкали, ты пойдешь, ты пойдешь? Не, почему саперы? А, саперы. Да. А, у вас 15 саперов было, короче, 14 саперов и один старший, 15 человек. Идете вы, справа лесопосадка, вы идете типа по дороге, я так понимаю. Да, идем по дороге, и с правой стороны лесополоса, а слева уже поле. Угу. Мы шли и вышли на позицию ВСУшникам. И по нам уже начался артобстрел, минометный обстрел. Я прилег вроде бы, и слышно, что с позиции начали тоже дубасить с автоматов в нашу сторону. И? Вот что я точно помню, что человек вышел из лесополосы и выстрелил из подствольного гранатомета. В вас? Не в меня, просто выстреливал в нашу сторону. Угу. А по нам уже начал работать миномет артиллерии и зацепил мою руку правую. У вас ранение было? Ранение, да, было. Остальные где люди? Они все там остались, на поле боя. Что они там делают? Ну их убили? Мне кажется, что да. Вы своими глазами видели, каких они падали, там, убивало их или как? Ну, тема, в принципе, это самая интересная часть интервью. И вы, ну, то есть, что с ними, убежали они? Они не убежали, они были до конца со мной. Может, они там и остались на поле боя. Я не могу точно. Я видел вот пару штук, пару людей. Они там остались на поле боя 200-ми. Лежать 200-ми, а остальные убегали? Я этого не буду говорить, что они бежали. Они там были со мной. Я не видел, чтобы они бежали. Не видел этого. Вы в плен попали один? Я, да. Как вас взяли в плен? Начали артобстрел. И у меня было ранение в правую руку. Я оказал себе медицинскую помощь. Перевязали руку, укололи
Да. фигню. Да. И уже ближе к утру, ну где-то часок 3-4 утра, я уже видел, что уже светлеет. Светлеет. Вы там на поле и были? Я на поле остался, да. Я уже не мог просто двинуться, мне было просто плохо. И вы вот, сколько это? Всю ночь вы пролежали, что вы никого не видели? Или они все там и валялись? Может, они там все и валялись 200-ми. Но я пару видел. Я руку свою оказал себе первую медицинскую помощь. Угу. И уже время было где-то 5-6 часов утра. Меня вырубило от того, что у меня с руки кровь течет. Даже мне жгут не помогает. Я понимаю, что кровь течет. Я потерял сознание, потерял свое сознание. Я проснулся от того, что я вижу, что сзади уже человек стоит, ВСУшник, но сзади. Я это видел. И я хотел себе взорвать гранаты, но, к сожалению, гранат даже не было, чтобы сделать, чтобы не попасться в плен. А вы себя зачем хотели взорвать? Я не хотел в плен попытаться. Почему? Не Я не хотели к нацистам? Да, Вы видели хоть одного? я нет. А кто видел? Был хоть кто-то, кто видел? Я просто... Вот слухи есть, что есть нацисты. Угу. Вы воевали 3 месяца. Да, Вы хоть одного встретили? я нет. Вы говорите, я нет, как будто бы были те, кто видел их. Да, они просто вот слухи идут, слухи, что есть, что есть, что есть. Я их не видел, лично не видел. Вы Я- в плен попали к нацистам. Да. Нет. Стой. Не. Почему нет? Вы пришли воевать. Да. Вот как раз с вот этими людьми. Вы попали в плен к ним, получается. В плен я к нацистам не попал. Я попал в плен к ВСУшникам. Которые что, вам оказали медицинскую помощь? Оказали медицинскую помощь. Накормили. Ну как, вообще, первым делом меня допрашивали. Ну, понятно. Допрашивали, ну да, это понятно. Потом меня накормили, дали сигарет. Нацисты, короче. Вредный образ жизни. Заставили курить. Ага. Вы помогли хоть нашим? Нет. А я знаю, да. Ну, вы показывали, где вы мины расставляли. Да ничего вам не будет по возвращению. Почему вы все вот эти вот... Это нормально, ну, скажем так. Он, наверное, не наберется смелости, хотя осетин, как бы, по идее, гордая нация. Да. Мгм. Правду рассказываешь? Я да. Ну, так а что ты не хочешь сказать, что нашим помог, показал, где мины ставил? Потому что, типа, предателем будешь? Гордая. Ну, дальше, как бы, понятно, вы попали в плен. Есть что-то добавить? Да. Добавьте, пожалуйста. Я хочу обратиться всем людям, кто будет выезжать на Украину. Если у вас будет возможность не ехать, не езжайте сюда. Здесь идет полноценная война. Здесь люди гибнут. Люди здесь гибнут. Отмазывайтесь. Вы как можете отмазывайтесь, чтобы не приехали сюда. Спасибо. Обычно я прошу, чтобы пленный сделал подобное обращение, а вы сами... Ко мне какие-то вопросы есть, может? Нету. Если... Давайте еще раз посмотрим в Инстаграме. Обращение к вам. Если кто-то знает контакты пленного,
напишите мне, Дмитро журналист в Телеграме, чтобы он мог связаться с родственниками, потому что Инстаграм. Ну, ничего не написала. Ну, чтобы вы не думали, что... Да, контакты, если будут, то обращайтесь, напишите. Будет предоставлена возможность связаться им. Спасибо за беседу.